Это Иван Жданов и очередная сводка новостей войны. Сегодня 23 марта, и война продолжается уже почти месяц. The Sun показал интерьер яхты Путина. Российские войска пытаются прорваться к Киеву. Американцы собираются заблокировать золотой резерв России, а в Петербурге заработала новая фабрика ботов. Но начнем с того, что продолжаются обстрелы жилых домов. Снова под ударом Харьков. На видео очередной военный объект, который был поражен высокоточным оружием Путина. Жилой дом? Нет, это военный объект по версии российских властей. Глава Киевской областной военной администрации генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что российские войска контролируют Бучу и Гостомель. Они пытаются перейти реку Ирпень и пробиться к Киеву. Вот посмотрите, на карте мы показали эту реку и уничтоженный мост через нее. Пока неизвестно, что происходит чуть южнее в городе Ирпень. Но вот такие снимки города публикуют пророссийские источники. Возможно, прямо сейчас там идут бои. Кроме того, сегодня народный депутат Гончаренко сообщал об обстрелах Киева системами залпового огня в районе Нивки. Также российские войска обстреляли склады продовольствия в Броварах. Возможно, все это указывает на подготовку российских войск к новой атаке Киева. Понятно, что взять город не получится, но можно занять окраину, чтобы потом отчитываться Путину о том, что вот мы ведем бои уже в Киеве и все идет по плану. Украинская армия держит оборону, но не все так хорошо. По сообщениям британской Times, у нее есть проблемы с оружием и боеприпасами. Украинское сопротивление оказалось намного сильнее, чем ожидали западные лидеры, поэтому Украина ожидает от Германии и Франции дополнительные поставки оружия. Российские войска регулярно запускают крылатые ракеты. Вчера вечером очевидцы сняли видео запуска сразу 8 калибров с одного из кораблей в Черном море. Какое сегодня число? 22? Да. 22 марта. Севастополь. Что-то стреляет. Еле родненькие. Ну, хоть не в нас, слава богу. А куда они улетели? Да куда-то туда. Утром появилось видео горящего нефтеперерабатывающего завода в Луганской области. Возможно, именно он был одной из целей этих ракет. В последнее время украинские власти ужесточили контроль за военным контентом и просят людей не публиковать фото и видео техники или взрывов. Собираются даже вводить уголовную ответственность, потому что по фото и видео можно определять, скажем, перемещение войск и результаты обстрелов. Хотя, конечно же, кадры вот этих взрывов, атак, они шокируют весь мир, но и для наводчиков они служат отличными ориентирами. Кстати, возможно, поэтому мы больше не получаем видео атак байрактаров. Зато есть вот такие фотографии. Вполне возможно, что по этой позиции нанес удар именно беспилотник. И тут мы видим уничтоженные грузовики и машину зенитного комплекса. И я хочу обратить ваше внимание на то, что эта техника даже уже окопалась. Российские войска продолжают терять технику и в городских боях. Вот, например, кадры уничтожения БМП с помощью, предположительно, джавелина. Видим, как ракета летит, взрывается прямо над этой техникой и уничтожает ее. Вот сейчас камера приближает прямо кадры нам. Появились новые спутниковые снимки разрушенного Мариуполя. Вот посмотрите, видите дым на фото? Это как раз горят дома. Если взять фото крупнее, то мы видим, что дым идет от многоэтажек, а вокруг мелкие частные домики, они просто снесены обстрелами.
Мэр Чернигова Владислав Артошенко сообщает, что в городе хоронят по 40 человек в день. А вот как теперь выглядит мост через реку Десна. По этому мосту проходил гуманитарный коридор из Чернигова в Киев. Украинская сторона говорит, что бомбили русские войска. Те, в свою очередь, обвиняют украинцев. Точно можно понять одно. Теперь мирным жителям будет гораздо сложнее выбраться из Чернигова. Тем временем The Sun дополнил расследование ФБК. Напомню, что наши расследователи выпустили расследование, в котором подтвердили, что Путин владеет одной из самых больших яхт в мире. А на следующий день The Sun опубликовал слитые фото интерьеров яхты. И, конечно, самое фантастическое – это держатель для туалетной бумаги из золота. Что это вообще такое? Я только помню золотой батон Януковича, но чтобы туалетные держатели из золота. Все это туалетное золото теперь недоступно Путину, потому что яхта стоит в Италии, и мы надеемся, что ее скоро арестуют. А министр США и сенаторы планируют лишить Путина, а вернее всех нас, и другого золота, резерва России. Речь идет о золоте на 132 миллиарда долларов. В Санкт-Петербурге нашли очередную фабрику ботов. Как-то не удивляет уже, да? И выясняется, что эта фабрика специализируется на постах в поддержку войны и продвижения символики с буквой Z. Есть даже вакансии, зарплата 45 тысяч в месяц и график 2 на 2. Но, к сожалению, не только боты поддерживают эту войну. Вот, например, есть известный шахматист Корякин, который в первые же дни опубликовал письмо к Путину с поддержкой. Теперь его отстранили на полгода, и он лишился места в турнире претендентов. И правильно говорят, вот не нужно в политике, в Государственной Думе держать спортсменов. Они часто ничего совершенно не понимают. Удивительно, вот Корякину 32 года. Для шахматиста это довольно молодой возраст, и у него впереди могла быть длинная карьера. Он неужели реально думает, что Путин будет жить вечно? Нет, Путин так или иначе уйдет в ближайшие годы. И тот же Корякин еще прибежит извиняться и говорит, что он не понимал, не видел, не знал. Не нужно быть шахматистом, чтобы это предсказать. Полицейским в Екатеринбурге запрещают пользоваться иномарками, потому что для них не будет запчастей. Ну, все, теперь вернуться на москвичи 412. Зато в России подорожали ценные бумаги. Правда, речь не об акции, скажем, Яндекса, у которого украли базу данных с адресами и номерами телефонов. Речь про обычную белую бумагу. Она дорожает, потому что российские фабрики больше не могут делать белую бумагу. В страну больше не поставляют химикаты для отбеливания. Кто-нибудь скажите им, что это просто дешевая желтая бумага и нечем тут гордиться. А закончить этот выпуск я бы хотел вопросом. Где Шойгу? Россия уже месяц ведет войну, а министр обороны вообще не появляется нигде. Ничего не говорит, нет видео его с Путиным. Последний раз Шойгу видели 11 марта, когда он вручал награды солдатам. И второй вопрос. А кто вообще руководит военными действиями России в Украине? Мы видим только говорящую голову Коношенкова. Ну и Путин выступает. А кто командующий? Должен же быть конкретный генерал, его штаб, вот это вот все. С другой стороны, конечно, это все хорошо, потому что понятно, что организовывает это все Путин. Путин за все отвечает, и Путин будет в суде за те военные преступления, которые он совершает. Ну и те, кто исполняет преступные приказы, тоже будут вместе с ним.
Мы продолжим рассказывать вам о новостях войны и событиях, которые происходят вокруг нее. Мы видим, что интерес людей к войне немножечко снижается, война приедается, кажется все обыденным. Но давайте не забывать и продолжать активно распространять правду о войне, потому что там гибнут люди, гибнут дети прямо сейчас в украинских городах. И давайте рассказывать о том, как врет российская пропаганда. Помогайте нам, ставьте лайк этому видео, другим видео, подписывайтесь на наш канал и включайте наш вечерний эфир в 19 по Москве и в 18 по Киеву. Thank you.